Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, и как всегда, проект Forex Times, и я, Дэн Стрелков, и уже по традиции приглашаю вас в комьюнити Forex Times, прошу прощения, где вы найдете прогнозы в соответствии с комплексным анализом, который я практикую, который основан на данных фьючерсных и опционных Чикагской товарной биржи, также данные толпы брокера Оанда, также волновой анализ Ральфа Эллиотта и сильнейшие уровни поддержки и сопротивления. Также вы найдете в комьюнити обучение, торговые рекомендации и чат, в котором можете мне голову дурить с утра до вечера. Поэтому приходите, буду очень рад. И сегодня, опять же, по традиции, как всегда, у нас три торговых инструмента. Евро-золото уже закрепились в нашем обзоре. И сегодня бонусом будет газ. Хорошая ситуация очень скоро будет для входа в рынок на покупку. Ну что ж, поехали по евро. Очень многие наши коллеги пишут о том, что евро с большой вероятностью будет очень сильно падать. И основываются они, конечно же, на том, что у нас было очень хорошее импульсное нисходящее движение, прошла коррекция и начинается огромное падение. Но есть тут маленькая проблема, а может быть даже не маленькая. Это данные Чикагской товарной биржи, которые показывают, что профессиональные участники, собственно, входили в рынок на двух уровнях. На первом уровне рынок никак не отреагировал на их активность по фьючерсам на покупку, но остается еще уровень, где вы видите 14,5 тысяч контрактов пут. Это месячные опционные контракты put, и вы видите прекрасный уровень, который уже тестировался, цена от него отскакивала, и в данный момент с большой вероятностью мы увидим снижение цены к этому уровню, а это на секундочку 1.1480, 1.1485. И от этого уровня с большой вероятностью как минимум, повторяю, мы увидим коррекцию, а как максимум на самом деле цена может достаточно высоко улететь. Но пока мы будем ориентироваться на именно коррекцию. Поэтому, друзья, если вы хотите продавать, то тут есть большая проблема. Стоп-лосс практически непонятно, куда ставить. Его особо и некуда ставить. Поэтому давайте поступим немного по-другому. Дождемся движения цены к данному уровню, дождемся тестирования, посмотрим, какая здесь драка будет. Я имею в виду вот такие пин-бары, только вот как здесь у нас пин-бар, только именно с тенью вниз. Посмотрим на эти пин-бары и уже будем принимать решение о входе в рынок на покупку. И в комьюнити с большой вероятностью будет на эту тему торговый сигнал. И вот если вы присоединитесь к комьюнити, то его вы увидите. Ну что ж, с евро, в принципе, более-менее все понятно, тем более даже вот на фьючерсном рынке видно уменьшение покупателей на 48%. Однако я вижу, что гистограмма практически приближена к нулю. А это говорит о том, что покупатели и продавцы по евро находятся в паритете. Так вот, если лучшие из лучших в мире, которые торгуют на крупнейшей бирже в мире, не могут определиться, покупать или продавать, наверное, этот торговый инструмент временно нужно исключить из своего портфеля. Поехали по золоту, и по золоту есть проблема, и она достаточно большая. Многие наши коллеги, найдя треугольник, вероятный треугольник, пишут, что этот треугольник с продолжением падения вниз. А, Б, С, Д, Е и продолжение большого падения. Но почему я говорю большая проблема? А большая проблема заключается в том, что, во-первых, в данный момент цена находится на очень сильном уровне поддержки. Во-вторых,
У нас наверху, помните, было 9,5 миллиардов долларов опционных контрактов Call. И что значит было? Они по-прежнему остаются. Так у нас профессионалы еще добавили 5 миллиардов и 930 миллионов у нас висит еще с позапрошлой недели. То есть вот здесь у нас грубо, здесь больше, чем 5 миллиардов. Следовательно, здесь у нас 6 миллиардов, чуть выше 9,5 миллиардов долларов. У меня вопрос. Кто ж не прав? Те, кто пишут про большое падение золота, либо профессионалы с Чикагской товарной биржи? Я, когда задаю такие вопросы, я всегда склоняюсь исключительно на сторону лучших из лучших в мире. Поэтому, друзья, будем это с вами продолжать и делать. Следовательно, на ближайшую торговую неделю, а я так полагаю, что на ближайший месяц-два как минимум, мы рассматриваем исключительно по данному торговому инструменту рост. Да, конечно, в ближайшую торговую неделю мы можем увидеть снижение в рамках коррекционного канала. Цена еще может немного сходить вниз, но все-таки главный приоритет – это покупки. Тем более, друзья, помните, как я очень люблю проводить аналогию между ценой и Винни-Пухом, что цена у нас Винни-Пух, а опционные контракты – это мед. Так вот, посмотрите, пожалуйста, что опционных контракты наверху 9,5 миллиардов, 6 миллиардов долларов, а внизу 879 миллионов, и здесь 1 600 000 000. Вопрос. А куда пойдет Винни-Пух за медом, вверх или вниз? И я подозреваю, что даже несмотря на то, что у него в голове опилки, он пойдет кушать мед наверх. Винни-Пух знает, где мед. Поэтому цена с очень большой вероятностью в перспективе месяц-два мы увидим сильный рост. Поэтому, собственно, и будем ориентироваться исключительно на рост. А в данный момент, что у нас цена находится в рамках коррекционного канала, я подозреваю, это после того, как был образован начальный диагональный треугольник. Раз, два, три, 4, 5, а диагональный треугольник – это импульс. Следовательно, это импульсная волна, сейчас развивается коррекция, и после этого рассматриваем исключительно покупки, друзья, покупки. Так, и, собственно, газ. А по газу ситуация интересная тем, что, во-первых, у нас был торговый сигнал, и мы по газу закрыли очень неплохую прибыль. Кстати говоря, закрылись прямо вот здесь наверху, после чего цена начала коррекционное снижение. И в данный момент для того, чтобы войти в рынок на покупку, остается только понять, а на каком уровне или диапазоне цена остановится. Вот здесь или вот здесь. То есть вот у нас есть два небольших диапазона. От какого из диапазонов мы будем покупать? Ну, на данный момент я не могу этого сказать. По той простой причине, что если мы сориентируемся на данные опционного рынка Чикаго, то мы увидим огромные скопления и на одном, и на втором уровне. Но, в принципе, скорее, вот у нас уровень 35 786 контрактов. Цена дойдет до этого уровня, и с большой вероятностью мы будем покупать. Но более того, очень скоро будет экспирация, буквально несколько дней, 27 мая. И давайте посмотрим в таком случае, раз тут буквально несколько дней осталось до экспирации. Кстати, у меня не те контракты были включены, прошу прощения. Вот текущие контракты, текущие экспирации. Вы видите, какая сумасшедшая проторговка происходит. Вот примерно на уровнях, где сейчас цена находится. И вот у нас уровень очень хороший, 30 278 контрактов. А сильнейший уровень поддержки находится на 38 821 контракте. Так вот, если мы сейчас посмотрим экспирацию на месяц вперед, то мы увидим с вами, что у нас
Уровень поддержки и сопротивления, скорее всего, перепишутся. Уровень сопротивления уйдет вверх на 38 тысяч контрактов, а уровень поддержки также уйдет вверх на 35 тысяч 784 контракта. Следовательно, если профессиональные участники Чикаго ожидают перемещение уровня поддержки и сопротивления вверх, следовательно, мы будем рассматривать покупки. И покупки как минимум в направлении уровня 3000, 3.900. 3.900. Когда же все-таки покупать? Ну, собственно, если прямо на следующей неделе я увижу импульсное движение, которое в обязательном порядке должно перекрыть данный минимум, а это у нас потенциальная волна А, то после коррекции я выставлю отложенный ордер buy stop. Если же никакого импульса не будет, а цена продолжит снижение, и мы увидим либо двойной зигзаг, либо первый импульс, потом коррекция и еще один импульс. После этого уже можно будет входить в рынок без каких-либо паттернов, исключительно на ожидании. Потому что, еще раз повторяю, профессионалы перепишут с большой вероятностью уровень поддержки и сопротивления наверх в восходящем направлении. Следовательно, они будут ожидать того, что цена развернется и пойдет вверх. Кстати говоря, друзья, я заметил, что торговые инструменты, которые идут у нас бонусом, вот у нас был фунт, у нас был канадец, собственно, сегодня у нас газ, прошу прощения, я заметил, что... Да? Секундочку. Да, прошу прощения, вот. Я заметил, что данные торговые инструменты в основном показывают профит. Это очень хорошо. Я считаю, что это очень здорово, поэтому вот вам по газу еще один перспективный торговый инструмент, который с большой вероятностью принесет вам профит. По евро, опять же таки, повторюсь, профессионалы сами не могут определиться, покупать им или продавать. Поэтому по поводу евро вообще я бы курил бамбук, грубо говоря. А вот по золоту профессионалы определились. И даже определились с уровнями. Первый уровень 5200, второй уровень 5330, 5340. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам лекция сегодняшняя понравилась, и она, главное, принесет вам прибыль, а следовательно, с этой прибыли вы сможете оплатить подписку в комьюнити Forex Times, поэтому приходите, присоединяйтесь к комьюнити, у нас там не только 3 торговых инструмента, а, как я уже сказал, у нас также там и торговые рекомендации, и чат, и обучение. Поэтому приходите, расскажу вам много ужастиков про финансовые рынки, про которые не рассказывают в YouTube, потому что в YouTube все обычно очень сладенько. Возьмите $100 и завтра будете кататься на яхте. Да, даже если вы возьмете 100 тысяч долларов, вы не будете кататься на яхте. И один из моих любимых анекдотов в окончании лекции – когда у человека спросили: слушай, дружище, а как так получилось, какой ты классный трейдер, что у тебя на счете 1 миллион долларов? Он говорит: да, но до этого у меня было 2 миллиона. Вот такие ужастики, вот такая правда про финансовые рынки. Приходите в комьюнити, я вам расскажу все эти ужастики, а также расскажу, как с финансовыми рынками все-таки можно зарабатывать. Всем классного вечера, всем спасибо за то, что прослушали лекцию, и всем пока-пока.